более мощный процессор. Мощнее процессор с мощным процессором. Максимальное количество энергии с запасом. Мощный или даже больше. Производительность мощности мощный. Выдающиеся мощные машины. Вот у этого красавца просто потому, что может. Всем привет! Сегодня я расскажу вам об очень необычном ноутбуке. В Азии, где уделяют внимание не только стильности устройства, но и тестам производительности, предыдущая версия этого ноутбука продавалась тысячами коробок в сезон. Причем самые бойкие продажи были в тот момент, когда он рекламировался как идеальный ноутбук программиста. При этом в Европе про него практически никто не слышал. Речь о Legion Y740S, который в Китае также известен под именем Y9000X. И пока я занимаюсь его распаковкой, давайте я вам объясню концепцию этого ноутбука. Этот ноутбук отлично подходит тем, кто днем работает с очень тяжелыми данными, причем не обязательно в офисе или дома. Это можно делать и на свежем воздухе, можно делать в дороге. Для этого у ноутбука есть ультраяркий экран, емкая батарея, удобная клавиатура, а вечером можно играть в игры как на самом ноутбуке, так и на подключенном внешнем мониторе. Также возможность установки быстрой видеокарты очень пригодится тем, кто занимается профессиональными расчетами или созданием контента. Legion Y740S — это ноутбук, которому нет аналогов по совокупности производительности, диагонали экрана, веса и толщины. Его стоимость очень сильно зависит от установленных комплектующих. Например, комплектация с 6-ядерным Core i7, 16 гигабайтами оперативной памяти и SSD на 512 гигабайт обойдется примерно в 120 тысяч рублей. В то же время старшая комплектация с экраном 4К, 32 гигабайтами оперативной памяти и 2 терабайтами SSD может обойтись более чем в 200 тысяч рублей. Давайте посмотрим, почему он стоит этих денег. Дело в том, что в нем установлен самый производительный процессор, который возможен для такой толщины корпуса. Благодаря этому он обгоняет по производительности намного более габаритные машины. Вдобавок на борту бывает 16 или 32 гигабайта распаянной оперативной памяти DDR4 2933 в двухканальном режиме и 2 слота M2 для накопителей SSD, которые могут работать в RAID 0. Мы устанавливаем сюда SSD фирмы Samsung, маркировка PM981A, которая является OEM-аналогом Samsung 970 EVO+. Сама видеокарта в ноутбуке встроенная и интегрированная, но также у ноутбука есть внешний блок видеокарты, который мы протестируем ближе к концу этого видео. А пока что давайте начнем с внешнего вида этого ноутбука. Ноутбук собран очень добротно и прочно, из толстых листов металла. То есть для того, чтобы заставить экран гнуться, надо приложить достаточно большие усилия, а нижняя часть корпуса вообще не прогибается. Клавиатура полноразмерная, с большим блоком стрелочек, с отдельным цифровым блоком. Отклик 1 миллисекунда и есть поддержка любого количества одновременно нажатых клавиш. Тачпад большой и точный, с поддержкой мультитач-жестов, а кнопка включения совмещена со сканером отпечатков пальцев, то есть вам не придется каждый раз вводить пароль. Диагональ 15 дюймов, и на выбор здесь устанавливаются две матрицы. Одна — это Full HD с яркостью 300 нит и цветовым охватом 72% NTSC, а вторая — это очень необычная и уникальная матрица. Это 4К матрица с яркостью 600 нит и 100% охватом Adobe RGB. Кроме того, это не просто яркая, сочная и контрастная матрица, у нее есть валидация Pantone, и каждый экземпляр матрицы на заводе калибруется до значений ΔE менее 2, что определенно оценят профессионалы, работающие с созданием цифрового контента. Причем для работы в помещении, как правило, достаточно яркости около 200 нит. Яркость экрана 500 нит уже позволяет спокойно работать на улице. А здесь же установлена матрица с максимальной яркостью 600 нит, то есть с запасом. А теперь давайте разберемся с самой главной особенностью этого ноутбука, а именно с мощным процессором. И начнем мы, как ни странно, с толщины корпуса и доступных портов, потому что именно это определяет, какой по мощности процессор можно поставить внутрь ноутбука. Звучит необычно, но этому есть логическое объяснение. Дело в том, что каждому ноутбуку требуется питание. И чем мощнее процессор, тем больше нужно этого питания. И, соответственно, штекер для этого питания должен быть определенной толщины. От этого зависит, какие компоненты по высоте можно поставить. При весе 1,7 кг этот ноутбук имеет толщину всего 1,5 см, поэтому порт, который даст ему максимальное количество энергии при такой толщине, это USB-C, точнее Thunderbolt 3 с зарядкой на 95 Вт. Если вы когда-то задавались вопросом, почему в мощные игровые ноутбуки не ставят повальную зарядку именно USB-C, то ответ кроется в том, что через USB-C можно подать только 100 Вт энергии, при том, что игровые ноутбуки, как правило, потребляют 200 или даже больше Вт.
Кроме порта зарядки, здесь есть еще один порт Thunderbolt 3. Также есть картридер UHS-I и мини-джек. Также сзади есть два порта USB 3.1 второго поколения, то есть 10 гигабит. Толщина в 1,5 см — это очень мало. Чтобы это продемонстрировать, я принес свой собственный рабочий ноутбук ThinkPad T580, который имеет толщину 2 см. Как видите, Legion Y740S намного тоньше, несмотря на то, что в нем установлен намного более мощный процессор. А что такое вообще мощный процессор? Производительность процессоров сейчас очень сильно зависит от того, сколько энергии они потребляют. Например, в типичный ноутбук ставятся процессоры с энергопотреблением 15 Вт. При этом в десктоп устанавливаются камни, которые потребляют 60 или даже 100 Вт энергии. Конечно, зависимость производительности от потребляемой энергии не прямая, не кратная, но она все-таки есть, и она довольно сильная. Также почти все современные процессоры умеют кратковременно превышать свой лимит мощности, как правило, где-то на минуту, и это очень полезно для ноутбуков, что позволяет им быстро выполнить какие-то тяжелые задачи и обратно вернуться в обычный или энергосберегающий режим. Собственно, за счет этого умения все ноутбуки и умеют работать часами от батарей. Расплатой за эту повышенную производительность является повышенная температура, потому что если система охлаждения ноутбука рассчитана на 15 Вт тепла, то при работе целую минуту в режиме 25 Вт, конечно, температура очень сильно растет, ведь эта мощность почти вдвое выше. В Legion Y740S установлен процессор, у которого по паспортным данным ТДП 45 Вт. Это значит, что он может потреблять 45 Вт энергии при продолжительных нагрузках. Но забегая вперед, скажу, что конкретно этот процессор, конкретно в этом ноутбуке, может держать намного больше лимит мощности при неограниченно долгой работе. Это показывает, что этот ноутбук при проектировании уже был задуман как намного более мощный по сравнению с теми ноутбуками, куда ставятся всего лишь 15-ваттные чипы. Сюда устанавливаются процессоры Intel 10-го поколения Comet Lake H, и здесь есть как 6-ядерный, так и 8-ядерный Core i7, а конкретно у нас на тесте сегодня 8-ядерный 16-поточный Core i9. Давайте от слов перейдем к делу и протестируем его бенчмарком Corona 1.3. Этот бенчмарк симулирует рендеринг фотореалистичной картинки и нагружает процессор по максимуму. Чем быстрее будет пройден тест, тем лучше результат. Пока ускоренный тест идет на ваших экранах, обратите внимание не только на частоты, которые мы показываем с помощью программы Hardware Monitor, но и на power-лимиты. Как вы видите, PL2 выставлен аж на 107 Вт, а PL1 на 60 Вт. То есть по сравнению с обычными компактными ноутбуками, Legion Y740S показывает недостижимый уровень мощности, выше, чем установлено в его паспортных данных, и даже можно сказать, что это энергопотребление и мощность скорее типичные для десктопного процессора, но никак не для ноутбука толщиной в 1,5 см. Итак, тест пройден. Результат 2 минуты и 8 секунд. Это выдающийся результат не только для ноутбука, но даже и для десктопного процессора. И вы можете убедиться в этом сами, скачав и запустив этот тест на вашем собственном устройстве. Для сравнения, на моем рабочем ноутбуке этот тест выполняется более 7 минут. Для компьютерной индустрии даже 15% разницы в производительности – это серьезный перевес. Поэтому здесь, когда мы видим практически 3-кратный рост производительности, это очень весомые преимущества. Почему же производители ноутбуков не делают повально такие 15-дюймовые мощные машины? Ответ очень простой. Отвести такое количество мощности от процессора и, соответственно, тепла очень сложно. В этом ноутбуке, чтобы сохранить его толщину, пришлось разработать специальную систему охлаждения на испарительных камерах, которая намного более производительная, чем простые теплотрубки. Кроме того, здесь стоят 4 кулера с крыльчаткой из жидкокристаллического полимера. Такая крыльчатка намного более плотно прилегает к шахте кулера, и это позволяет засасывать намного больше воздуха. Кроме того, отсутствие необходимости охлаждать еще и горячий чип видеокарты позволило разместить процессор прямо по центру системы охлаждения. Это очень хорошо тем, что удалось избежать перекоса, который характерен для игровых ноутбуков, потому что горячий чип находится ближе к правой или к левой части ноутбука. Кому нужен такой производительный процессор? В первую очередь, конечно, тем, кто занимается тяжелыми данными, то есть финансовая аналитика, работа с таблицами, работа с базами данных, какие-то расчеты, которые нельзя скинуть на видеокарту. Пример из реальной жизни. На моем рабочем ноутбуке открытие большого Excel-файла с огромным количеством строк, с большим количеством сводных таблиц занимает более 3 минут. На Legion Y740S тот же самый файл открылся быстрее, чем за 1,5 минуты.
При этом надо учесть, что Excel — это одна из самых плохо оптимизированных под многопоточность программ, и даже здесь мы видим более чем двукратный рост производительности. Ну и, конечно, производительный процессор требуется для игр. Наконец настало время расчехлить вот этот агрегат под названием Boost Station. Это внешний док, который подключается по шине Thunderbolt, которая, в свою очередь, завязана на PCI Express 3.0 на 4 линии. На самой док-станции сзади есть выходные порты Ethernet, USB 2 и 3 версии, а также порты, которые предоставит вставленная видеокарта. Внутрь можно поставить 2 или 3,5 дюймовый накопитель, а еще внутри стоит качественный блок питания на 500 Вт. Благодаря этому можно не только запитать любую современную видеокарту и накопитель, но и выдать питание самому ноутбуку до 100 Вт. Корпус сделан из толстого листа металла, да и блок питания и видеокарта весит прилично, и в результате мы получаем очень увесистую вещь, порядка 10 кг. Но любой, кто смотрел художественный фильм «Большой куш», знает, что вес — это надежность. В результате мы получаем так называемый Single Cable Setup, когда у нас есть только один кабель, который подсоединен к ноутбуку. От док-станции к нему идет энергия 100 Вт, а от ноутбука в док-станцию идут все данные. Эти данные могут быть, например, профессиональные или игровые. То есть можно использовать внешнюю видеокарту как для игр, так и для профессиональных расчетов. Такие док-станции будут поставляться как пустые, так и с предустановленными видеокартами, либо NVIDIA RTX 2060, либо Radeon XT 5700. Мы же сегодня поставили RTX 2080, просто потому что можем. Давайте посмотрим, какую производительность может выдать связка из процессора, который практически ничем не ограничен, и видеокарты, которая не ограничена ни габаритами, ни питанием, ни системой охлаждения, но при этом ограничена шиной всего лишь в 4 линии PCI Express. И начнем мы с теста 3D Mark Time Spy. Как видите, здесь ноутбук набрал более 8000 очков, причем графика набрала более 7900 очков. Второй тест — Far Cry New Dawn. Настройки ультра в среднем получают где-то 59 FPS. Ну и третий тест — Shadow of the Tomb Raider. Как мы видим, результаты тестов отличаются от того, как если бы мы поставили эту видеокарту в простой компьютер на 16 линий PCI Express. Скорее, результаты больше похожи на видеокарту RTX 2070. Но есть один нюанс. Так как мы используем один кабель для передачи данных и туда, и изображения обратно, то получается, что пропускная способность этого кабеля ограничивает нашу производительность. Давайте теперь подключим эту док-станцию к внешнему монитору и посмотрим, какой прирост производительности нам это даст. И начнем мы опять с того же 3D Mark Time Spy. В принципе, уже из этого теста довольно хорошо понятно, что производительность такой связки выше, чем доступные в продаже ноутбуки с игровыми видеокартами 2070 и 2080, и особенно по вкусу такая связка придется тем, кто занимается различными обучениями нейросетей и прочими профессиональными задачами на видеокарте, так как в отличие от игр здесь не требуется постоянный поток новых данных от процессора и накопителя, поэтому шина PCI Express на 4 линии перестает быть таким узким местом. Давайте посмотрим, можем ли мы поиграть при таком сетапе в разрешении 3840 на 1200. Почему такое странное разрешение? Потому что именно такое оно вот у этого красавца монитора Lenovo Legion Y44. Это 44-дюймовый монитор, в котором 144 Гц и матрица VA. Этот монитор заменяет два 24-дюймовых монитора с соотношением сторон 16:10, поддерживает режим картинки в картинке и виртуального разделения на два монитора. Также у него есть поддержка FreeSync 2, и еще он заменяет собой зарядку USB-C на 90 Вт. То есть и с ним тоже возможен вариант Single Cable Setup. К сожалению, наша карта захвата не смогла работать с таким разрешением, поэтому ограничимся только скриншотами. Как мы видим, результат теста 3D Mark на дефолтных настройках дает на 5% выше производительность, а если мы форсируем Full HD, то на 10% выше производительность. Теперь давайте посмотрим в нативном разрешении, как идут игры. Shadow of the Tomb Raider. Настройки максимальные, RTX выключен. Средний FPS 56 кадров. Far Cry New Dawn. Средний FPS 50 кадров в секунду. И Metro Exodus на ультра настройках выдает в среднем 29 кадров в секунду. Итак, мы определились, какого уровня монитор и видеокарту имеет смысл покупать к этому ноутбуку, чтобы играть на нем в игры. Давайте теперь вернемся к тому, что это все-таки ноутбук, и протестируем его автономность.
Батарея здесь стоит усиленная на 60 Вт-часов, и в отличие от большинства ноутбуков, гарантия на нее составляет 2 года. По нашим тестам, этот ноутбук при яркости экрана в 150 нит может проигрывать видео или работать с текстом на протяжении 8 часов. Если же даже на 4К матрице выкрутить здесь яркость на максимум и поставить 600 нит, то в таком режиме он будет показывать видео больше 6 часов. Для компактного 15-дюймового ноутбука это очень хороший результат, особенно учитывая такую высокую яркость матрицы. Ноутбук вышел не шумным, и кроме того, у него есть еще и специальный тихий режим. В этом режиме мощность процессора ограничена всего 25 ваттами, что все равно намного больше, чем у большинства 15-ваттных ноутбуков. Давайте подытожим. Топовая производительность процессора, ультраяркий экран с валидацией Pantone, долгое время работы от батареи, тонкий и очень прочный корпус и возможность подключения внешней видеокарты, как для игр, так и для профессиональных расчетов. Все вместе делает этот ноутбук уникальным. И мы надеемся, что именно вы — это целевая аудитория этого устройства. Ну, а у нас на сегодня все. Будьте с нами, играйте в игры. Пока!